Добрый день, мои дорогие друзья, добро пожаловать на мой авиационный канал. Профессия пилота – это постоянный выбор между риском поменьше и риском побольше. И иногда более безопасный вариант не кажется более удобным и возникает значительный соблазн проскочить, пролезть, чтобы побыстрее выбраться. Хороший пример – обход гроз в районе аэродрома при заходе на посадку. Тогда, когда аэродром назначения уже близко, а топлива уже не так много, кроме самого факта опасной облачности, ты ощущаешь дополнительное давление от первых двух условий и большой соблазн проскочить по узкому месту. Да, это не всегда 100% опасно, потому что зависит от обстоятельств, но чаще всего есть и менее рискованные варианты, которые, конечно же, по закону бутерброда, расположены несколько дальше и, соответственно, выглядят не так соблазнительно. В карусельные моменты, когда я начинаю чувствовать азарт, который, увы, может плохо закончиться, я мысленно обращаюсь к своим детям, которые ждут меня дома. Мысли о них помогают держать голову в прохладе и, возможно, принимать менее удобные, зато более верные, более консервативные решения. Обойти грозу с запасом, уйти на второй круг, уйти на запасной аэродром. Другой пример – заход на посадку в условиях не очень хорошей погоды. Несколько лет назад мне довелось читать воспоминания штурмана Ту-154, который описывал, как они, я не постесняюсь этого слова, героически выполнили заход в одном из немецких аэропортов. Суть рассказа была в следующем. Первое. Система ИЛС, которая позволяет точно выводить самолет в стор-полосы и поэтому дающая законную возможность выполнять заход достаточно плохую видимость, на аэродроме не работала. Второе. Они выполняли заход по неточной системе, то есть для которой требования по погодным условиям значительно жестче. С первого раза, несмотря на то, что они снизились ниже положенного минимума, полосу перед собой не увидели, то есть не попали на полосу, вышли на второй круг, но краем глаза что-то в стороне зацепили. Третье. С учетом этого они скорректировали повторный заход и в очередной раз, не увидев полосу на положенной высоте, заход все же продолжили и успешно приземлились. Пилоты Airbus'ов и Боингов уходили на запасной аэродром, они, дескать, слабаки летать не умеют, а диспетчер сказал, что в такую погоду летать могут только русские. Да. Я не буду подробно комментировать тот рассказ, скажу, что меня он очень сильно возмутил, потому что хвалиться явным нарушением, тем, что добрая сотня человек, среди которых наверняка были дети, все стали заложником твоего ухарства, и при этом пренебрежительно отзываться от тех, кто поступил абсолютно разумно и грамотно, знаете, это не самый лучший пример для остальных. Мы не на войне, мы не должны быть нацелены на выполнение задачи любой ценой, цена может быть очень высокой. Тем не менее, следует признать, что в истории авиации подобные случаи нарушения минимумов при заходе на посадку, а это, кстати говоря, злостное нарушение летных законов, не являются редкостью. Среди пилотов ходит поговорка: кто ищет землю, тот ее обычно находит. Разъясню, под поиском земли понимается снижение до предельных высот с целью увидеть знакомые ориентиры. Иногда предельной высоты недостаточно, и некоторые пилоты-герои имеют великий соблазн продолжить снижение ниже минимально допустимого значения. Да, введение радиотехнических средств навигации, спутниковой навигации, все это здорово повысило точность выполнения заходов на посадку и позволило снизить погодные минимумы. Количество катастроф, связанных с поиском Земли, заметно уменьшилось. Тем не менее, они все еще есть. На высоте 60 метров сработала сигнализация опасного сближения с землей, при которой КВС обязан немедленно начать уход на второй круг. КВС сообщил: «Не вижу пока. Смотрю, но своего решения не озвучил». Второй пилот обязан в этом случае начать уход на второй круг, но он этого не сделал. Контроль за высотой и вертикальной скоростью снижения, креном и курсом был упущен, так как все члены экипажа пытались установить визуальный контакт с наземными ориентирами. Попыток прекратить снижение и начать уход на второй круг экипаж не предпринимал вплоть до столкновения.
Причиной катастрофы самолета явилось непринятие экипажем своевременного решения об уходе на второй круг и снижение самолета ниже установленной минимально безопасной высоты при отсутствии надежного визуального контакта с огнями приближения и огнями ВПП, что привело к столкновению самолета с деревьями и землей в управляемом полете. Через 10 минут после данного авиапроисшествия на посадку заходил другой Ан-24. Его пилоты также в этих условиях без визуального контакта с землей снизились ниже минимальной высоты, но раньше начали уход на второй круг, что их и спасло. Когда-то, уже довольно-таки давно, уход на второй круг рассматривался летными начальниками как недостаток в летной подготовке экипажа и тщательно расследовался. Стоит ли говорить о мотивации уйти на второй круг у пилотов при подобном подходе? Официально, правда, он не применяется уже несколько десятилетий, но то ли генетическая память работает, то ли еще что, но принятие решения о прекращении геройства и отступления с поля боя не всегда принимается легко. И не всегда, чего греха таить, правильно понимается вышестоящими начальниками. Более того, зачастую и сами пассажиры не понимают, что пилот ушел на второй круг и далее на запасной аэродром не потому, что надо было кого-то, кто больше заплатил, подбросить, а потому, что обстоятельства помешали. Выполнить заход на посадку не представлялось законным. Существуют установленные правила. Пилот должен прекратить заход и выполнить уход на второй круг, если в определенной точке пространства, как правило, она определяется высотой, не установил надежный визуальный контакт с наземными ориентирами, позволяющие продолжить заход и выполнить посадку. При неточных заходах на посадку такая высота может быть 100 метров, 120 метров, 150 метров и так далее. Это достаточно высоко, поэтому, считая свое мастерство великолепным, а знание препятствий в районе аэродрома идеальным, легко поддаться соблазну установить свой так называемый личный минимум. Мол, если на 100 метрах землю не увижу, то будем снижаться до 50, и не сцы, я так 100 раз уже делал. При точном заходе по системе ILS высота принятия решения может быть разной, в том числе и равна нулю, если экипаж, самолеты и полоса имеют соответствующую сертификацию. А может быть и 60 метров, 70, 80, 90, но самолет в любом случае будет лететь на полосу достаточно точно, и снова у героев возникает соблазн непреодолимой силы. Как, например, у экипажа Boeing 737 при посадке в густом тумане в городе Ош в 2015 году. В отчете о происшествии есть очень много белых пятен, но черным по белому следует, что экипаж не был готов к выполнению ухода на второй круг в подобных условиях и не ожидал от самолета того поведения, которое последовало вследствие отключения автопилота и установки максимальной тяги. Что было дальше? А дальше экипаж, то есть пилотирующий пилот, словил иллюзию набора высоты, потерял понимание пространственного положения самолета, отдал штурвал от себя, затем удар о полосу, потеря стойки шасси, потеря гидравлики. Фантастическим образом они смогли таки уйти от земли и даже вернуть самолет на землю, в том же густом тумане, кстати говоря, за что пилотам честь и хвала. Но это вынужденное геройство вследствие собственных неправильных рискованных действий. Отчет напоминает блокбастер, и хорошо, что все закончилось хотя бы так. Никто не погиб. Когда правила кажутся выдуманными теоретиками в кабинетах, очень легко поддаться соблазну придумать свои. Раз получилось, 2-3 раза пронесло. В итоге нарушение становится привычным и начинает замещать правило. А если все вокруг так делают, то нарушение становится нормой. И белой вороной уже будет выглядеть тот, кто вместо того, чтобы приземлиться, как все, ушел на запасной аэродром. Мы не на войне. Подумайте о своих близких, если вдруг начали ощущать в себе азарт. Пилот – это разумный трус. Эта фраза придумана не мной, я лично услышал ее от седого командира Ту-154, но я категорически с ней согласен. Возможно, слово «трус» режет слух романтику и любителю авиации, не излагая героический образ, навязываемый нам с экранов фильмами вроде «Современного экипажа», но хороший пилот не сует голову туда, где может не пролезть зад. Хороший пилот предпочтет перебздеть, чем обделаться. Герои нужны на войне, но не при перевозке пассажиров. Вот такая вот она скучная и не героическая профессия линейного пилота. А лучший пилот, командир эскадрильи, тот, которого он не знает в лицо, так как пилот еще не попадался. Хочется все же заметить, что лучше всего учиться на ошибках других, но невозможно пролетать всю карьеру и ни разу самому не вляпаться.
Чаще всего это происходит из-за собственной расслабленности, то есть чрезмерной успокоенности или из-за неучета некоторых обстоятельств. Очень большой фактор имеет также усталость и утомление. И огромный фактор имеет культура авиакомпаний. Но даже если ты супер-пупер аналитик и веришь, что умеешь учитывать все риски, обстоятельства иной раз складываются таким образом, что выбрать минимально рискованное решение не представляется возможным. Поэтому приходится пролезать, подстелив по возможности соломку. Конечно же, у думающих пилотов реже возникает подобная необходимость, но, подчеркну, от обстоятельств не застрахован никто. К ним надо готовиться. Хороший пилот, который уже набил несколько шишек, как правило, делает верные выводы и самостоятельно приходит к пониманию, что риски надо минимизировать. Не стоит искушать судьбу своими действиями, то есть намеренно нарушать в угоду чему-либо, регулярности, зарплате и тому подобное. Судьба, она такая, подкинет приключений на твою задницу, не спрашивая тебя, так что не стоит ей в этом содействовать. Думайте о своей семье и думайте о своих детях. Не стоит рисковать там, где можно обойтись меньшим риском, пусть даже и с большими затратами. Мы не на войне. В работе инструктора, и тем более в работе экзаменатора, мне приходилось очень часто принимать непростые решения. Оценка способностей пилотов, оценка квалификации – это не тот случай, где все можно прописать как белое и черное, однозначно определив минимально допустимый результат. При оценке действий пилота в полете, неважно на самолете или на тренажере, всегда возникает много полутонов. Проверяемый может быть хорош в одном, но не очень уверенно действовать в другом. Довольно легко оценивать пилота, если его действия привели к крэшу, то есть к катастрофе при проверке на тренажере. А если крэша не было, если были другие замечания, которые по отдельности, возможно, не являются явной угрозой, но в своем количестве и в совокупности создают не лучшее впечатление об уровне подготовки пилота, что делать? Допустить пилота к проверке, допустить его к самостоятельной работе, или же назначить дополнительную подготовку. Поставить пас, то есть пройдено, это большая ответственность. С другой стороны, фейл, то есть не пройдено, никак не может быть приятным с точки зрения будущих отношений в тесном коллективе авиакомпании. Зачастую это не вина пилота, что его недостаточно хорошо подготовили. Увы, вся система выстроена так, что молодым пилотам еще учиться и учиться, но они уже летают самостоятельно. Как ставить фейл вчерашнему выпускнику, если он за короткую программу, установленную бестолковыми начальниками, не успел стать надежным помощником? Ведь далеко не каждый является талантом от рождения и учится надежно выполнять посадки за какие-то жалкие 150 часов рейсовой тренировки, из которых треть посадок выполнена инструктором, а еще одна треть автопилотом. Да и начальники, у которых план горит, явно не будут рады очередному фейлу. Любой фейл ожидаемо приводит к негативному отношению к экзаменатору, а пас, как правило, эмоций ни у кого не вызывает. Он воспринимается как само собой разумеющийся, а от оценки зависит многое. Каждый инструктор и каждый экзаменатор должен осознавать цену своей подписи. Не допускайте пилота к проверке, если нет уверенности, что он ее пройдет. Казалось бы, что в этой идее революционного? Вроде бы все логично, наверное, да. Увы, со времен выполнения полетов в составе больших экипажей это было нормальным правилом – довести пилота до некого уровня, а потом скинуть его в закрепленный экипаж, в котором обучение продолжал уже командир. Это даже было вменено ему в обязанность. Скажу прямо, подход отвратительный, глупый и небезопасный. КВС не обязан быть инструктором, его этому не учили, он не проходил соответствующую подготовку. Он должен получить к себе в экипаж надежного помощника и не задаваться вопросом, умеет ли этот парень сажать самолет. Если парень имеет допуск, значит он умеет. Так должно быть априори, по умолчанию. В большом экипаже командиру помогали штурман и бортинженер, а в экипаже, состоящем всего-навсего из двух пилотов, помогать некому. И на командира, которому сбагрили недостаточно подготовленного пилота, накладывается большая нагрузка и полное отсутствие мотивации доверять молодому пилоту и тем более чему-то его учить. Ведь за расшифровку наказывают именно командира и, поверьте, наказывают больно.
Такая система подготовки не имеет права на существование, но тем не менее она существует. Инструктор, пытаясь казаться хорошим парнем, допускает пилота к проверке с мыслью «пусть Петрович посмотрит». А Петрович смотрит и думает: ну парень-то вроде хороший, научится. И, нахмурив брови, льет парню в уши грозно, но по-отечески: так уж и быть, тебя я сегодня допущу, но смотри у меня, если через год увижу, что ты не научился, не обижайся, отстраню навечно. В современной двухпилотной кабине такая система хороших парней работает плохо. Так что не допускайте пилотов к проверке, если нет уверенности, что он ее честным образом пройдет. Назначьте дополнительную подготовку, в этом нет ничего постыдного. А вот что на самом деле стыдно, это допустить неподготовленного пилота к проверке, на которой он получит фейл, ну, если вдруг нарвется не на того проверяющего. А тем проверяющим должно быть стыдно за допуск пилота к самостоятельной работе с обычным командиром при отсутствии уверенности, что он этого действительно достоин. Мысль о том, могу ли я доверить свою семью, своих детей проверяемому мною пилоту, здорово помогает в выставлении оценки, даже если она ожидаемо приведет к последствиям негативным уже для меня. Думайте о своих близких, думайте о своих детях. Это помогает принимать решения, даже если они неудобные или неприятные. Летайте безопасно.